Привет друзьям и гостям моего канала. Ранее у себя на канале я выпускал видео о том, как я ловил карася и сазана на кружки. Рыбалка на кружки является довольно интересным и необычным занятием и дает массу преимуществ перед ловлей с берега. Кружки можно установить в самых труднодоступных местах, в сильном коряжнике, в окнах между кувшинками и травой, или же непосредственно на выходе из ям и свалов. Так вот, мое видео вызвало волну вопросов по поводу монтажа кружков и просьбы со стороны подписчиков о том, чтобы я более подробно рассказал, как я оснащаю кружки. И это видео я посвящу именно монтажу кружков. Для монтажа нам потребуется сам кружок с флажком, леска диаметром 0,5 мм, стопорные резинки, стопора, скользящее грузило наподобие ложки и весом около 100 граммов, а также поводок. По поводу поводка я скажу, что можно использовать различные варианты поводков и крючков, в зависимости от водоема, на котором вы собираетесь рыбачить, или же от рыбы, какую рыбу вы будете ловить. Например, для ловли сазана или карпа я использую макушатник или волосяную оснастку. Для ловли карася поводок из поводкового материала или лески диаметром 0,2 мм. Принцип работы кружка простой. Одеваете насадку на крючок, опускаете в воду, грузило опускается на дно. Леску заводите в прорези на кружке через флажок. И оставляете кружок на воде. Так как груз у нас тяжелый, то он, во-первых, удерживает кружок на месте при течении или же при ветре на волнах, а во-вторых, рыба, когда берет насадку, сама подсекается. Когда рыба клюнет и зацепится, то кружок перевернется флажком вверх, и сразу будет заметно, что рыба на крючке. Берем кружок и делаем на нем два небольших надреза для лески напротив друг друга и делаем прорезь во флажке. Привязываем леску диаметром 0,5 мм и наматываем на кружок около 15-20 метров. Больше не нужно. Одеваем стопорную резинку. Продеваем леску в грузило. И еще одну стопорную резинку. На конце делаем двойную петлю. Смачиваем леску и затягиваем.
Расстояние между двумя стопорами около 20-30 сантиметров. Вот здесь грузило у нас свободно ходит. Основная часть монтажа кружка почти готова. Теперь делаем поводок с крючком, или же волосяную оснастку под бойлы, или макуху, и закрепляем по принципу петля в петлю. Я покажу на обычном поводке. Длина поводка составляет около 15-20 сантиметров. На одном конце привязываем крючок, на другом делаем двойную петлю. Заводим петля в петлю. Все, наш кружок готов. Теперь можно и на рыбалку. Держитесь, сазаны! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте свои вопросы в комментариях. До новых встреч!